Всем привет! Вы снова на канале Белая Ворона. И с вами я, Алина. Сегодня я иду в очередную избу. Так получилось. Никогда я подряд столько в избу не ходила. Иду в чужую избу. Что-то решила сегодня до нее дойти. Я в ней не была примерно где-то с марта. Поэтому я даже не знаю, что меня сейчас там ждет. Как там, что там за это время произошло. Все лето прошло, весна, лето. Поэтому что там за лето изменилось, не изменилось, наверняка. Придем, все узнаем. Калинка. Я вообще на самом деле очень люблю калину. Она хоть и горчит, она очень вкусная все равно. Особенно когда подмерзнет. Уже заморозки были, сейчас она немножко подмерзла уже. Пока не буду ничего надевать. Мне еще пока жарко, еще не остыло. Как начну остывать, так, что-нибудь пододену. Я сегодня, кстати, в резиновых сапогах. Что там видно, нет? Ну такие, не резиновые. Типа Эва, но они такие стрёмные, дешманские. Не очень удобные. Но просто лес очень мокрый, грязный. Не хочется мне, как я в ту избу ходила, чтобы насквозь мокрый быть. Смотрите, какие они яркие. На солнышке. Золото. Это золото. Это лучше золота. Это дятел. Надеюсь, слышно. Такой прикол. Иду по лесу, как будто такая голова лошади наверху. Похоже же, да? Началось самое сложное. Буреломище. Да, осенью, конечно, все отличается от зимы. Сейчас придется по такому бурелому лезть. Ладно, иду. Лес мокрый, капец. Я сейчас буду вся мокрющая, это точно. Ну что, иду я по бурелому. Я вообще, если честно, вообще места так неузнаваемые, короче, осенью. Это не зима. Так. Я так примерно по памяти представляю картину зимы. И некоторые деревья просто узнаю. И вот иду. Надеюсь, что я правильно иду. И не потеряюсь в этом лесу. Извините, снимаю как попало. Лес кругом, бурелом. Все непонятно. А ее там плохо видно. Она прям такая хорошо там замаскирована. Стоит среди леса. Я думаю, я найду сейчас. Вот через такое иду. Жесть просто. Вот сейчас через это все мне надо пройти. Дождь усиливается, я не могу снимать. Капец просто. Ну вот через такой трындец я иду. Зимой чистила эту крышу. Избушку эту прибиралась. Дрова колола. Новшества какие. Ух ты. Ой, здесь светло теперь будет. Класс. Ну да, хозяева тут, наверное, вообще все лето были. Может, даже выходные придут. Сейчас-то будни. Короче, вот этот стол стоял вот здесь.
Здесь, возле этого пня. Там костровища вообще не было видно. Оно было просто снегом так засыпано. Потому что зимой тут просто все засыпает по пояс. Котелок, как у меня, кстати. Но я сегодня поменьше взяла маньки. Это все снегом было засыпано зимой. Я этого всего не видела. Вон они сделали. Это, наверное, свет. Прикольно. Столик. Там вон наверху какая-то полочка. Что еще внизу? Что это такое, я не знаю. Дровишки. Мокрые все. По идее, их надо было дерево прям близко поставить. Тут что-то такое интересное. Вообще, я так давно здесь не была. Коса, они, видимо, вокруг тут косят, что ли. Фантики. Это, наверное, отпугивающие фантики. А, да, чтобы, короче, не сгрызли. Они тут клубнику посадили. Ничего себе. Прикольно. Молодцы. О, это типа туи, что ли. Посадили. В наших лесах-то ее нет. Класс, молодцы. Надеюсь, она приживется здесь. Короче, сейчас везде тут фонари. Нет, солнечные батареи работают. Вон они сверху. Так что я не знаю, может тут будет светло, когда потемнеет. Гирлянды повесили. Все дрова спрятали. Им дровяник надо делать. Лавочку все от дождя спрятали. Столик сделали на улице. Вот здесь дрова, короче, были. Здесь вообще пола не было. Здесь что-то понатыкано, я не знаю зачем. Да, у них тут посажено. Вот, короче, посадили. Вот посадили. Молодцы. Вот. Вон там елочка. Вот она, елочка. Какие-то кустарники. Ели. У них там где-то туалет есть. Вот он. Вот здесь мой, он выглядел вообще по-другому. Абсолютно. Я даже не знала, что это такое. Тут просто плетеный был забор. Не было вот этих вот веток. Ух ты. Зимой было все тут засыпано. Я даже не знаю, как это все выглядело. Вот как прям унитаз полноценный стоит. Но я не буду внутрь заглядывать. Ну, честно вам скажу, ночью, вот так она выглядит со стороны, ночью я не пойду сюда в туалет. Пойдемте в избу, там, по-моему, тоже вообще прям изменения такие. Не знаю, может, завтра кто придет, когда я буду здесь еще. Главное, чтобы сегодня никто не приходил. Ну, чистенько так, блин, мне прям вот заходить, я, наверное, даже не буду сейчас заходить. Вон они, шлепочки стоят. Вообще прям все аккуратненько. Это прям какая-то образцовая, короче, изба. Они тут сюда надувные. Ой, они тут все переделали вообще. Они побелили, покрасили. Картины повесили. Правила дома повесили. Попозже их сниму. Так чисто. Вообще видно, что тут много приходят. И женские шлепки, и мужские стоят. У меня свои. Чистые тоже. Короче, классно. Плохо видно, я потом с фонарем, наверное, еще сниму все. Не буду сейчас снимать. Очень клево. Я не ожидала, что все так прикольно. Вообще не ожидала, что они тут приберутся, все сделают. Дрова-то как-то брать. А на самом деле сейчас очень-очень мокро все в лесу. Вообще хотелось бы костер пожечь. Короче, надо печку затопить, чай попить, потому что я уже проголодалась. Я замерзла. Разложиться и все такое. Наломала сухих веточек. Холодно. Я, кстати, переоделась. Не стала снимать, потому что я так замерзла, вся мокрая. Там вот просто насквозь мокрое костровище, прям мокрое все. Плохо, что у них нет навеса никакого. Им бы еще сюда навес и дровяник. Вообще было бы круто. Вот это топор. Слушай, может и такой получится расколоть. Вот это я понимаю, острый. Не то, что я своим там мучаюсь. Класс.
опа и все. Что зимой колола, мне кажется, так не было. Или топор был другой. Я же им зимой тут дрова колола тоже. Не зимой, а весной это было. Я надеюсь, что это пока. Сейчас туда пойду. Сейчас, да, тягу пойдем. Начнется. Мне кажется, что да. Сейчас получше разгорится. Но он уже меньше идет. Кстати, вот эти вторые нары они сделали вот, видимо, ну, этим летом. Кстати, их не было. Было только вот это. Тут пусто было. Вот этот стол был. Избушка маленькая, но очень уютная. И все продумано. О, начинает чуть-чуть теплее становиться, так же классно. Просто жесть, как я замерзла. Это просто вот не передать. Будет ночью прям холодно, поэтому мне надо что-то с дровами решить. Я люблю, когда я люблю топить, чтобы тепло прям было хорошо, чтобы я в трусах и каске могла ходить. Вот так вот они сделали, типа какого-то такого сетчатого гамака. И здесь складывают всякие хохоряшки, вещи. А то раньше у них вот тут посередине прям просто веревка была натянута. И ходили все это, головой бились об эти вещи. Так неудобно было вообще просто. Ответственность за противопожарное состояние. Галина Анатольевна. А вот правила дома, так прикольно. Нажмете на паузу, почитайте. Единственный вот минус. Это нет вообще никакого ни ручки, ни крючка у двери. Это просто реально капец. Я думала, сделаю, но я что-то посмотрела на вот этот весь уют. И вот все как тут сделано. И мне реально лезть неохота вот в чужую избу. Я не буду ничего делать. Но мне вот так вот спать вот прям вообще без крючка, блин. Зная, что тут Миша рядышком живет. С медвежатами, заметьте. Ну они-то тут толпой спят, а я одна. Ну так холодом веет. У них здесь одеяло висело. И это вообще было клево, закрывало от холода. Я, может, его сейчас как-то попробую повешать, потому что само одеяло, ну вот оно у них лежит. И у них еще минус, вообще нет никаких крючков, ни гвоздей, ни шурупов, чтобы повешать и посушить вещи. Вот у меня штаны, они все насквозь мокрые. А Алина это же, как обычно. И мне их посушить надо. А сейчас вообще некуда даже повешать, чтобы они высохли. Реально некуда. А в чужом как бы доме что-то там свое выбивать, вкручивать, ну я не могу. Вот такая печка с камнями. Это вообще такой плюс. У меня, кстати, чай всегда заварен моими травами, которые я собираю. И в этот раз я заварила банный чай, я его называю. Там побеги молодой сосны. Весной я их собираю. И молодые побеги пихты. Вкусно вообще. Ну, еще другие травки всякие добавляю. Но это все перебивает больше, конечно. Отдает так сильно вот этим елками. Кстати, что интересно, у них вообще здесь нет мышей никаких. Не знаю, с чем это связано. Ни единой какашки. И плюс в том, что стол вот так всегда стоит, получается, у стены. И никакие мыши его не засрут. Никакая грязь на него не сыпется. Он всегда чистый. Сейчас тепло здесь начинает сверху собираться, внизу там холодно. Ногам холодно. И вот отсюда откуда-то
холодом прям веет. Не, я, наверное, вон там буду спать, там все-таки повыше. Не знаю, может прикрутить крючок все-таки, может они меня простят за это. У меня маленький такой, что для вида, но все равно мне спокойнее бы было. Эта печка, кстати, маленькая. Такая в длину нормальная. Не то, что у меня в той избе. И капец, просто дровишки там вот такусенькие надо. Вот это вот получше печка. Тоже маленькая, но очень удобная. Видно, наверное, как труба нагрелась вообще у печки. Красная. Ну, камера так прям не передает. Вот она, печечка. Все замечательно, это хорошо. Собираюсь за водой. Вышла ненадолго, там очень холодно, дождик так и идет. Короче, я решила не жечь сегодня костер на улице. Не хочу брать чужие дрова. Дождь так и не прекращается, он хоть и мелкий, но постоянный. Взяла бурдюк и чем черпать. Вот прохожу мимо костровища. Вот такие лавочки все. Они прям вообще очень мокрые. Стол тоже мокрый. Дрова тоже все промокли. Вот такое костровище. Тоже мокрое. Холодно очень. Что мысли о медведице с медвежатами меня вообще никак не греют. Ходить вот здесь я еще ничего не взяла, блин, никакую хлопушку, ну, с собой. Быстрее воды набирать. Холодно вообще. Просто жесть. Сейчас бы в баньку, конечно. Ну, здесь чистая так-то вода. Вот фонарики горят. Они включаются, когда двигаешься. Датчики стоят. Или вот здесь такой один фонарь. Вот там еще фонарь. Клево. Ну это вообще прям супер-пупер. Какие-то новшества в избе. Вообще в избах такого не видела, честно говоря. Прикол. Я, кстати, достала это одеяло. Очень-очень плохо зацепила, не знаю. Там гвоздь, на котором вот этот гамак этот висит. Штаны, кстати, вот так умудрилась повесить на него же. Не знаю, но может упасть. Там просто гвоздь такой длинный, на котором гамак висит. На один только гвоздь. Здесь есть один гвоздик всего. И, возможно, я за него, если маленько зацеплю, может, он не упадет. И все-таки будет тепло сохранять. Видите, какая щель? Я не знаю, может быть, я сейчас все-таки крючок сделаю. Надеюсь, они меня простят, но не понравится, уберут. Это не для безопасности, а просто дверь подтянуть. Отвертка у меня вообще стрёмная. Туго так входит. Вот так вот это выглядит. На самом деле это вообще ни о чем крючок. Пришлось подбить маленько. Отвертка дурацкая, вообще никак не хотела прикручивать. Чтобы притянуть, дверь пойдет. Здесь вот так.
Тоже, кстати, не совсем до конца. Но сейчас попробую еще подкрутить. Я что-то картошки хочу. Просто заварю картошки с овощами, как традиционно, короче. Как я это нередко делаю. У меня, кстати, вот так вот носки всякие сохнут. Больше тут не на что повесить. Вот видите, как отходит сразу, когда открываешь. И вот такая щелина. Вот представьте, я бы крючок не сделала, бы не притянула дверь. И вот это вот через эту щель все тепло бы уходило. Что-то мне захотелось выйти посмотреть, что тут, как тут дела обстоят. Кстати, дождь вроде прекратился. Только слышу капли с листьев и речку. Мишку пока не слышно. Я надеюсь, ее и не будет слышно, эту медведицу. Ладно, пойду в избу. Вот, видите, у них и здесь ручки тоже нет. Печалька какая-то. Вот такая вкусняшка меня ждет. Ням-ням-ням. Сейчас как натрескаюсь. Лук, чеснок, бахну, все. Хорошо, однако, когда. О, нифига. Дальше надо бросать. Аж дым сюда и осколки до сюда. Обалдеть. Вот это хлопок. Вон дыма сколько. Вот это петарда. Одеяло удалось только так как-то зафиксировать. Наверху на одном гвоздике там еле зацеплено. Надеюсь, не рухнет. И вот здесь чуть-чуть зацепило. И как-то так. По-другому не получается. Только если прибивать, а я в чужой избе не буду ничего делать. Я уже приготовилась спатеньки. Расстелила вот так спальник прям на их матрас. Он вообще не надут, это так кажется. Он сдут полностью. Практически там чуть-чуть, может, воздух. Я не стала чужие матрасы надувать, трогать, мало ли что. Прям на сдутый лягу. Просто спальник сверху постелила. И здесь у меня моя надувная подушечка. Вот она. Котик меня лежит, ждет. Вот такое спальное место. Решила почему-то с этой стороны спать. Если мне что-то не покатит, перелягу на эту сторону. Благо я одна, можно выбирать. Тут у меня шмотки лежат. Завал такой. Печка трещит. Я вышла, сейчас зубы почистила. Так страшно было что-то. Потому что я перед этим сидела, делала записи в их книгу. И кто-то прям вот с этой стороны, прям вот здесь стенка. Только на улице, естественно. Как грохнет чем-то.
Я уж чуть не подпрыгнула. Кстати, поставила будильник на 4:30. Тут они написали в книге, что косули приходят в 4-5 утра. Все, ложусь я спать. Вроде хорошо, он чуть-чуть такой надутый почему-то. То есть я не совсем думаю, что даже какой-то эффект качания. Убаюкивать самой, прикольно. Ой, легла, так классно стало. Решила пока в футболке, в шортах лечь, пока тепло. Запихала термокофту и носки в спальник в ноги. Решила оставить такой тусклый свет. Хотела вот этот оставить. Он вообще прикольно так смотрится. То есть прям темно-темно и чуть-чуть красным немножко освещает, чтобы не совсем уж темень было. Но что-то с ним случилось, то ли вот раз и выключается. Не было такого раньше. Хотя, если будет мешать, выключу. Я обычно во всех избах сплю без света, а тут что-то. Все. Буду я спать. Время, кстати, где-то около 10 вечера всего лишь. Просто из-за дождя нормально ничего не поделаешь. Я так-то обычно позже ложусь. Я думала, у костра посидеть прикольно было бы. И тогда, конечно, я бы в 10 не легла бы. Будем спать. Всё. Спокойной ночи, до утра. Мне даже укрываться, в принципе-то, неохота. Все, спокойной ночи. И я все чаще в светлых мыслях засыпаю. Тебе не стоит волноваться, обещаю. Течет по венам сладко-красное вино. Слова так ранят в час, когда никто не ждет. На глубине души зарубцевалась рана, а я улыбку, словно крест святой из храма, храню и верю, что она меня спасет. Доброе утро, земля. Я не могла уснуть до 2 часов. Я вообще сначала песни пела до 12. Вот что до 2 не могла уснуть. А потом, видимо, уснула. Короче, сначала нормально спалось. А сейчас уже холодно. У меня спальник совсем-совсем тоненький, летний. Изба уже остыла. Сейчас где-то 8:30, что ли. Ой, 8:30. Блин, я, наверное, сейчас печку затоплю, чтобы прогревалась. И пока мне холодно, я лягу еще, поваляюсь, пока изба будет прогреваться. И водичку на печку поставлю, чтобы грелась. Ну, что-то какие-то снились непонятные вообще. Блин, такие реальные, я уже даже забыла, что в избе снились с нами. Ладно, надо печку затапливать, вставать. Вставать я не буду, я сейчас затоплю и обратно. Все равно еще ждать, пока вода закипит, пока изба нагреется. Так что можно это время поваляться. Кстати, на таком матрасе было вообще неудобно спать. Я его еще маленько подсдувала. Короче, на каремате удобно.
Ну, кстати, я в 4:30, естественно, не встала. Я в 2 часа выключила нафиг будильник, подумала, что я до сих пор не сплю. И через 2 часа вставать мне совсем не хотелось. И этих моралов я не слышала. Может быть, я проспала. Ну, кошка ничего интересного не видит. А сейчас изба нагреется, я тоже нагреюсь. Я тоже буду валяться. Спальник совсем тонкий. Удивительно, что вообще не затрубило сильно. Так, чуть-чуть совсем. Всё. Поваляюсь, погреюсь. Холодрыга какая.
я еще не ухожу. Я решила, время у меня есть. И так как дождя с утра вообще нет, хоть и лес и мокрый, я пойду, наверное, посмотрю какие-то сухостои. Если найду и смогу, все у меня получится, я им спилю, чтобы хоть что-то после себя оставить. Раз уж я брала немного дров для печки. Ну и вообще просто, в принципе, раз время есть. Я его уже выхватывала. Вот такую я сухостойно спилила огромную. Ну как, она не огромная, но для меня огромная. Она тяжелая, мне придется ее распилить по частям и унести. Я думаю, этого достаточно. Вот. Фу, жарко. Работаешь, сразу жарко. Я думаю, все. Yes. Я сделала это. Не совсем свалили. Кто-то был.
Самая тяжелая, средняя. Не знаю, куда их пока деть-то. Что-то небо серое. Надеюсь, не пойдет опять дождь у нас. Думаю, ветки вот сюда вот составляю. Но если им что-то не покатит, они заберут отсюда. Мне кажется, мне здесь маленько. Распилить, что ли? Так неохота, вот честно, вот ее пилить, блин. Вот такая толстенная. С этой пилочкой. Попробую. Руки. Это смола все. Хорошо так в лесу вообще. Даже уходить неохота. Ну, сейчас еще поразбираю их дрова, может быть. Не хочу уходить. Хочется еще чем-то позаниматься. Сейчас свои дрова составлю, потом их попробую глянуть. И ветки, может, тоже подламываю. Все под контролем. Так, пилить я, наверное, уже не буду, если только ветки топором. Я тут подняла уже опять на Маруся. Не было бы вчера дождя, об этим всем вчера занималась, как бы было клево. Я знала бы, что у меня еще ночь впереди, костер и все такое. Вот пришла в дожди, ну, блин. Даже я бы развела в дождь костер. И дрова бы добыла. Но мне не хотелось вот эту всю грязь, мокроту. И смысл в дождь сидеть у костра, когда никакого навеса нет, под дождем мокнуть. Вот и дождик.
Ну капец. Мелкий, правда. Но я же говорила, небо все серое. Затянуто все. Вовремя все спилила, сделала. Дрова унесла. Сухое место. С этой стороны много веток. Можно сюда составлять. Вот так все составила. Тут, кстати, у них перья такие огромные. Мне кажется, это от ястреба. Я составила вот с этой стороны больше. Намного. Потому что ветки растут вот сюда. И они больше будут закрывать от дождя с этой стороны. Даже из костра поставила. Она вообще сырая. Дождь ее промочил. Ну и ветки убрала под стол. Они, конечно, частично будут сухие, но все-таки. Было бы чем, я бы их вообще накрыла бы просто и все. У них может есть, но я не буду шариться. Топор надо место. Ну все, можно выдвигаться. Я теперь спокойно вообще. Мне вот прям бальзам на душу. Что я не попользовалась и ушла, а все-таки сделала свое дело. Вот не могу я, мне вот так вот надо. Если есть возможность, я стараюсь дрова оставлять. Ой, хорошо, лавочка, кстати, стоит. Ну что, я пошла, снимать уже не буду. Хорошо так, неохота даже уходить. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все, пока-пока.